Здравствуйте, уважаемые подписчики, гости моего канала. Сегодня мы пообщаемся о фильтрации воды в аквариуме. Приобрел я себе новый внешний фильтр канистровый от компании Aquael. Чуть позже мы о нем поговорим. Сейчас покажу вам, расскажу вам о причинах своей покупки. Дело в том, что в моем аквариуме есть внутренний фильтр штатный, ювелевский. Но вот он меня перестал устраивать. Причины. Значит, необходимость слежения за уровнем воды в аквариуме, необходимость фильтрации поверхности воды другими средствами, устройство для очистки поверхности воды, как бы не совсем совершенно, то есть оно зависит от уровня воды. Поплавок плохо очень плавает на поверхности воды при снижении уровня воды. Внутренний фильтр штатный, он может сгореть, поэтому за уровнем воды приходится следить, и это не совсем удобно. Ну вот в такой коробочке пришел ко мне фильтр. Не успел я его заказать, и буквально не прошло недели, как мне его привезли. Ну, теперь приступим к содержимому. Я уже распаковал, то есть там была пустая коробка. Вот сам канистровый фильтр. Чуть позже мы его распакуем, посмотрим, что внутри. Там есть фильтровальные элементы. Ну и здесь вот у нас комплектующие. Это, естественная инструкция, в том числе и на русском языке. Насос внешний. В принципе, его можно даже и погрузить в аквариум. Вот такие набросы на сторону аквариума для шлангов. Два 1,5-метровых шланга, присоски для них, ну и вот комплект переходников. Ну, для того, чтобы установить этот канистровый фильтр в тумбу своего аквариума, сейчас я буду открывать, показывать. Я вот не специально освободил данную тумбу. Одно отделение и второе отделение с полкой. Принял я решение, чуть позже я буду это делать. Перенесу полку из этого отделения во второе отделение, расположив ее чуть выше. Ну а в данное отделение поставлю сам канистровый фильтр. Ну, здесь у меня чисто технические причины. Что у меня получится, посмотрим дальше. Ну, давайте посмотрим, что у нас внутри фильтра. Уберем пока все эти комплектующие в сторонку. Видео про сам фильтр от компании Aquael есть на канале YouTube, на фирменном акваэлевском. Вот, ссылочку я оставлю в комментарии, в описании вернее. Поэтому сейчас посмотрим еще раз. По крайней мере для меня это еще раз, как все это открывается. Вот 4 защелки. Снимается голова. Здесь вот, что немаловажно, вот у этой головы шланги потока воды подключаются ко входу и выходу распределительного клапана. Поток воды проходит очистку через фильтр снизу вверх. Клапан также имеет регулировку потока воды и отключается от головы фильтра поворотом по часовой стрелке. Отключение можно сделать даже без выключения насоса. Клапан будет работать герметично. Уплотнение в самой крышке есть. Вот оно по периметру идет. Давайте, вот оно белое, видите, да? Идет. Крышка ставится как угодно. Вот такие 4 корзины. Здесь у нас корзина
мелким фильтром. Корзина с кольцами для бактериологической очистки. Синтепон. Кольца надо будет вытащить из упаковки, помыть их, и после этого уже заложить в корзину. И последняя корзина с фильтром. Вот такой черненький фильтр. Получается он крупной фильтрации. В самой нижней корзине фильтра необходимо разместить материал, который будет распределять поток воды по фильтру, а именно керамические кольца. Но если нет предфильтра на всасывающем патрубке из аквариума, то в самую нижнюю корзину лучше разместить синтепон для задерживания крупных частиц грязи из аквариума. Далее размещаем корзины с крупными и мелкими губками, а также с наполнителем для биологической очистки аквариума. Контейнер с биологической очисткой аквариума я бы разместил между крупной и мелкой губками. Корзина с керамическими кольцами для распределения потока. Субстрат для заселения бактериями, нейтрификаторами, а также корзины с крупными и мелкими губками. Жалко, что корзины только 4, поэтому совмещение нескольких наполнителей в одной корзине – это нормально. Далее переходим к водным процедурам. Ну вот фильтр я собрал. Один шланг я уже посоединил. Второй вот решил у вас на глазах подсоединить. То есть достаточно легко одевается на патрубок. Все. Сам фильтр готов. Его надо будет установить на место. Ну вот так временно настроил фильтр. Здесь я уже тут сделал кое-какие преобразования. Полку перенес. Вот эту. Буду ставить тумбочку. Сверлить отверстие в задней стене. И синхронизировать его в этой тумбе. Сразу хочу сказать небольшой нюанс. Об этом написано в инструкции. Но очень мелко. Инструкцию достану, немножко она тут заложена была. Вот видите, сама инструкция, а вот внизу очень мелкий шрифт. Вот это как раз момент запуска фильтра. Рассматривать его можно вот только через лупу.
Вот и именно поэтому я допустил небольшую ошибку по запуску этого фильтра. Шланг всасывающий вместе с насосом должен был быть заполнен водой. Ну, заполнил я водой его достаточно просто, немножко помучившись. Открутил вот этот патрубок и просто путем подсоса ртом заполнил полностью шланг и насос водой. После этого опять подключил, и система заработала. Вот. На выходе был очень большой поток воздуха, так как фильтр пустой, без воды. Ну, когда все это закончилось, безобразие, с бульканьем, ну, вот сейчас вот он так у меня работает. Вот, кстати, та система усовершенствования фильтровальной системы с очисткой поверхности воды и забором. Вот я ее вот так здесь подсоединил. Вот. Немножко тоже усовершенствовал. Шланг водозаборный, это как раз стандартный шланг от фильтра, я кусочек отрезал, вот так все соединил и настроил. Работает идеально. Пока у меня в аквариуме работают два фильтра. Объясняю почему. Для того, чтобы не ухудшить биологическое равновесие в аквариуме, пока запустил два фильтра, так как фильтр новый, в нем нет никаких бактерий, и вот для того, чтобы все это уравновесилось, пока работают два фильтра. Ну, поработают, потом фильтр внутренний полностью уберу, сделаю маленькую перестановку в аквариуме. Ну вот, переставил я фильтр на свое законное место. Давайте я вам его сейчас покажу. Разместил сейчас специально в ящике светильник, для того, чтобы более-менее все было видно. Ну вот таким образом он сейчас выглядит. Пару отверстий в стене просверлить, конечно, было не проблемой, хотя я купил для этого специально сверло. По дереву пировое на 22 мм, так как шланг именно такой размер и имеет. Пришлось кое-что подрезать, переподсоединять. Но так как мне все пришлось отсоединить вернее, от системы, для того, чтобы вот этот канистровый фильтр разместить в ящик шлангов. И после того, как я начал вторичный запуск, скажем так, подобраться к этому фильтру стало уже сложнее, и заполнить шланги водой также. Поэтому тут я мало с этим делом помучился. Как я уже сказал, сейчас работает два фильтра. Причину я озвучил. На этом все. Всего вам доброго. До свидания. Если что,